Здравствуйте, мои любимые подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Доброго всем времени суток. Спасибо вам огромное за то, что вы со мной, за поддержку, за комментарии прекрасные. Иногда грустные, веселые, замечательные, поучительные. Спасибо вам. Также благодарна за лайки, за ваши подписки. Спасибо. Тема сегодняшнего расклада. Кто твоя самая главная завистница? И, собственно, что вызывает у этой дамочки зависть? Для начала, девочки, я сделаю вашу сигнификацию, если срезонирует. Если вы себя узнаете, точно вы пришли на расклад, значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Если во время сигнификации, вы понимаете, очень похоже на вашу подругу Свету Таню, значит, есть шанс сделать полезное. Посоветовать посмотреть этот расклад вашей подруги. Итак, какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Сразу, да? Ведающая ведьмочка. В последнее время у меня начали очень часто на сигнификацию приходить карты звезда. Так. Интересно. Интересно. Так, женщина ведающая, я уже сказала, да, обладающая тайными знаниями. Может быть, кто-то, понятно, эзотерика, психология. Тут и практики могут быть, кстати. По карте звезда тут наделена самыми высочайшими, в смысле, похвалы, да, характеристики, какие тут. Интеллект в первую очередь по звезде. Внешне привлекательно. Нюанс этой карты вас могут воспринимать, знаете, такой женщина, которая держит дистанцию, прежде чем кого-то подпускать к себе. Тут даже какой-то период времени должен пройти, да, то есть нет такого, вы там прям стараетесь распростертыми объятиями, да, всех встречать. Тут как будто бы женщина, у которой был уже, может быть, болезненный опыт, да, жизненный, и она какое-то время будет присматриваться, оценивать, ну, и людей, и ситуацию, ну, такой нюанс. Так, по звезде очень часто женщина, которая есть мечта, и она идет к этой мечте. Может, видение такое, знаете, себя даже. У вас есть какая-то там миссия, предназначение, вы ведомы какой-то опять этой же мечтой и идете за ней. Так, ну тут почему-то карта потерь. Неудивительно, у всех у нас потери эти есть, да? Потери, утраты в прошлом, может быть, какая-то болезненная очень история. У кого-то тут прям, если читаем эту карту, смотрите, женщина, за ней стоит мужчина. А можно сказать, как цепляется за нее мужской фантом. Этого мужчины рядом с ней нет. Этого мужчины, ну, как я надеюсь, на физическом смысле, где-то на плане физическом, он существует, но просто на расстоянии. А эта женщина, она его как будто еще где-то поддерживает даже рукой, этот фантом. Смысл? В чем смысл? В том, что у женщины были серьезные, у кого-то глубокие, у кого-то отношения такие, которые перевернули ее жизнь, мировоззрение ее с каким-то мужчиной. Потом они по разным причинам, у каждого свои, разошлись, их пути дорожки. Вполне возможно, у этой женщины уже и другая семья, там, и другой мужчина, и отношения совсем другие. Но она до конца не может отпустить вот этого предыдущего, да, где-то он у нее, я же говорю, как привидение, как фантом, он рядом с ней. И это откладывает огромный отпечаток, да, откладывает на ее нынешние отношения с мужчиной. Тут какая-то такая печать вот этих прошлых взаимоотношений. То же самое вот этот мужчина, с которым она разошлась. Он тоже как будто бы где-то, может, ментально, да, постоянно присутствует. Образ этой женщины у него. И он как бы не готов до конца эту историю, может быть, даже отпустить. Вот тут что-то какая-то такая печальная история, может быть, болезненная, даже любовная в прошлом у этой женщины. Рядом карта ведьма, карта звезда, может быть, даже у кого-то эти взаимоотношения из прошлого, они, я говорю, как, может быть, кого-то подтолкнули к увлечению психологией, эзотерикой,
расклады те же Таро. Может быть, для того, чтобы для себя определиться и там понять, что это за отношения, к чему это все было. Вот как будто бы вот такое могло быть. По карте Звезда тут то же самое. Отчасти могли взаимоотношения идти из прошлого, где-то подтолкнуть женщину к, может быть, даже элементарной реализации собственных каких-то желаний, мечтаний. Может быть, женщина жила, не тужила, и все у нее было как в зоне, ну, как в болотце, зона комфорта, но ее это устраивало. А потом какие-то взаимоотношения могли перевернуть вот это ее сознание, да, и восприятие себя даже в этом мире. Может быть, как элементарно даже какие-то амбиции проснулись, желание что-то творить. Так, у кого-то желание что-то доказать, тоже может проходить. Так, дальше у меня тут идет рассказ карта зависимости. Может, на женщину смотрим. Зависимость, оборотень. И в конце карта гармония. Но если это как любовную историю это считывать, то зависимость, вполне возможно, женщина была влюблена. Это было не сколько, как, ну, даже любовь, влюбленность. Не буду тут всех под один шаблон, но у многих это была как больная любовь, ну, зависимость, да, это же... Где-то, может быть, женщина и понимала, что если по карте оборотень это мужчину, да, где-то, может, если сразу вот эта влюбленность, это пелена перед глазами, и мы не можем объективно оценивать там какие-то качества мужчины, его проявления, то потом со временем все равно же это, ну, на поверхность как будто бы выходит, и мы прекрасно уже осознаем где-то, допустим, что я скорее притягиваю, да, за уши то, чего нет. Я желаю, как это сказать, воспринимаю желаемое за действительность, да, где-то, может быть, какие-то поступки двойственные мужчины, где-то, может, в один момент вы понимаете, да, тут оборотень не зря, как будто бы видели одного, его одним, а он оказывается совсем другим. Может быть, это касается даже каких-то, ну, даже каких-то ситуаций, таких каких-то, где мужчина о чем-то не договаривает, да, иногда, когда не договаривают, потом это еще болезненнее, потому что ты сам себя дураком каким-то ощущаешь, да? Сам себе придумал эту историю, эту сказку какую-то. Давайте. Иногда людям очень выгодно не договаривать о чем-либо. Так, давайте посмотрим. Оборотень, это вы? Оборотень, это этот мужчина. Ой, тут что-то карта социум, сад. Сейчас оборотень, это вы? Нет, не вы. Карта гроб на вас ложится. Нет, вы не оборотень. Этот мужчина. Ну, как будто бы, знаете, я могу это так прочесть. Карта письмо, это как сообщение, новости. И карта сад, социум, не зря же это выскочила она прям. Это как будто бы даже вы могли подтверждение увидеть каким-то не очень то ли честным поступком мужчины, то ли его какому-то двойственному поведению. Вот карта сад, может быть, вот в социуме где-то кто-то вам о нем какие-то, ну, не буду говорить, истории рассказал, ну, как будто бы информация о нем всплыла. Элементарно, может быть, о его каких-то еще взаимоотношениях с кем-либо. У кого-то из девочек это вполне возможно. Знаете, если вы рассчитывали там с ним какую-то любовную историю проживать, да, а потом могло даже где-то всплыть история о том, что нежданно-негаданно, а у него где-то параллельно еще какие-то могли быть какие-то отношения тоже непонятного формата. Или, ну, по карте оборотень, девочки, это, вы сами понимаете, видишь одно, воспринимаешь это по одному, вот этого человека, его какие-то поступки, а в один момент у тебя получается с ног на голову. Ты понимаешь, насколько ты заблуждалась или насколько тебя сознательно вводили в заблуждение. Ну, тут как-то так. Так, у меня еще вышла тут карта, девочки, в конце гармонии. Это говорит о том, что вы где-то это уже все пережили. Не настолько для вас это уже и болезненно, слава богу, для многих. Как будто бы женщина, в конце концов, по факту женщина, вы выбираете себя, свое какое-то состояние гармоничное и пытаетесь как-то, ну, то ли держать себя в руках, то ли как будто бы уже осознала. Тут карта у меня карма вот переворачивается. Ну, вплоть до того, что вы сделали правильные выводы из этой всей ситуации, как урок какой-то извлекли. Ну, где-то карта крест и карта воин. Кто-то понимает, что
допустим, мужчина по карте воин, это скорее разрушитель, он не созидает, он разрушает, да, то есть карта крест, все, что остается, это как будто бы принять должное, но выйти из этой ситуации, постараться выйти с наименьшими какими-то потерями для себя, в том числе для своей психики, да, как будто бы хорошо, я это вот вывод сделала, хорошо, по карте гармония моя жизнь продолжается, и моя жизнь не крутится вот все каждый день, там каждая секунда вокруг него. Может, в прошлом по зависимости, по больной зависимости, тут какой-то любовной, это вокруг него все и крутилось, и все мои мысли были связаны с ним, то сейчас как будто бы я понимаю, что так не должно быть. И если я хочу быть счастливой, то очень много зависит от меня. Я буду стараться, как будто бы, может быть, сознательно даже где-то избегать даже мысли о нем. Ну вот, смотрите, как будто бы вы говорите, я слишком тут, недословно, карта расходы, унижение и карта крысы. Расходы не в том плане, что материально. Я надеюсь, что не отписали свою трехкомнатную квартиру этому товарищу. Нет, расходы это как будто вы понимаете, сколько энергии, сил, надежд, мечтаний, каких-то времени, да, вот потрачено было на скорее как иллюзию чего-либо. Вот вы эту ситуацию или взаимоотношения видели по одному, по-своему, вкладывали значение туда одно. Этот мужчина совершенно мог по-другому на это все смотреть. То есть вы почувствовали в один момент себя униженной, обесценивание где-то любви, ваших надежд, искренности ваших, какое-то обесценивание. Столкнулись с тем, что по карте крысы, как будто за вашей спиной какой-то другой формат человек планировал. Или вот, я же повторюсь, тут элементарно даже каждый вкладывает в понятие ваших взаимоотношений. У него свое видение, у вас иное. Но вы это восприняли как подлость, предательство, манипуляция по карте крысы. И по факту у меня вышла карта карма. Все, этот урок вам нужно было, для чего-то вам нужно было его пройти. Вы его прошли. И тут карта гармония мне говорит о том, что у женщины есть ресурс это все преодолеть. Есть видение себя в будущем, счастливой, уверенной. Вообще женщина на самом деле очень сильная. Карта звезда, тут и таланты, способности. Женщина красивая, по ведьме ведающая. Тут интеллект, офигеть какой. Еще и по ведьме тут, знаете, интуиция у женщины. То есть даже для чего-то это все вам было нужно. Как-то, и я понимаю, тавтология, я понимаю, что вы где-то тоже это понимаете. По крайней мере, у вас уже опыт, вы такой типаж уже к себе не подпустите. Таких каких-то мужчин. Мужчин или, в принципе, у вас даже сейчас идет какое-то более трезвое отношение к жизни, к людям. Не обязательно там по гендеру как-то различать мужчин, женщины. Итак, давайте посмотрим. Ваша главная завистница, да? Расклад звучит так. Твоя главная завистница. Собственно, что вызывает ее зависть? Кто она, эта главная завистница? Что вызывает ее зависть? Пожалуйста, не забываем подписываться на канал. Спасибо. И поставьте лайк, не стесняйтесь. Так, завистница. Кто она? И что вызывает ее зависть? Спокойно не живется людям. Так, кто твоя главная завистница? И что вызывает ее зависть? Кто это главная завистница? И что вызывает ее зависть? Начинаем. Не, еще. Кто это главная завистница? Что вызывает ее зависть? Так, кто? Интересно.
Девочки, тут какая-то женщина, знаете, она, кстати, она тоже проигрывается как белая ворона, да? Ну, сейчас я посмотрю, белая ворона, это она, это вы. Так, вы. Ну, тут скорее, знаете, женщина, кстати, завистница, ну, слово зависть, да, она очень хотела бы, похоже, быть на вас. Тут она вас видит больше белой вороной, карта огонь. Но тут говорят, что вы на самом деле такая белая ворона. То есть женщина с каким-то мышлением, восприятием мира, себя транслируете там, в этом же мире. Опять-таки, как будто, ну, вы искренне такая, там, может, увлекаетесь тоже эзотерикой, психологией, и белая ворона, отчасти негатив это можете воспринимать, как будто себя иногда, как будто бы я чужая, да, как это сказать, среди этого какого-то вашего окружения. Ну, в общем, вас выделяют, там огонь на вас, искренне, как будто бы горите, истина такая. А она где-то вам завидует, и она, может быть, даже где-то старается перенять ваши там какие-то, у кого-то элементарно даже манера общаться, может быть, хобби даже какие-то ваши, может быть, элементарно даже какие-то манера одеваться, да, вот тут что-то такое может быть. Так, как разбитое сердце. Женщина, у которой разбитое сердце, на самом деле, она... Тут для нее, для этой женщины норма. Где-то вот тут, видите, человек держит этот кинжал за спиной. То есть какие-то использовать, ну, скажем так, не особо честные методы, способы достижения этих поставленных целей. В том числе в любовной сфере. Карта показана темперамент. Для того, чтобы, может быть, мужчину какого-то завоевать, она пойдет на очень много. Может быть, на соперницу кучу гадостей выльет и как-то, может быть, как-то все так подстроит, подставит. Ну, в общем, вижу цель, не вижу препятствий. Какая-то такая женщина. А мне так идет, как будто бы где-то пыталась даже взять на вооружение ваши какие-то. Ну, вот у каждого из нас есть достоинство, да, вот она считывает, ваших, может быть, даже она считывает, что ваш плюс именно в том, что вот такая яркая индивидуальность. И где-то она вот даже хотела что-то взять от вас, считать, да, слямзить. Вот как будто бы женщина вот в полной мере осознает, что по тузу пентаклей вы ценны, вы ценны. Это разбивает ей сердце. Это где-то, ну, если она считывает вас, даже если соперница, ну, тут такого нет, девочки, сразу говорю. Могла тоже, просто она говорит, надо брать на вооружение, вот там ваши сильные достоинства, надо как-то это учесть. Ну, такая женщина, манипулятор хороший. Так, какая-то женщина еще, женщина, которая сейчас вот по девятке жезлов где-то стоит, как на вытянутую ручку, может быть, наблюдает за вами, где-то, может быть, женщина, ну, у нее тоже тут был какой-то опыт в жизни, понятно, но, знаете, может быть, если вы более открыты миру, да, то она в 1000 раз осторожней. И тут опять-таки характер по пажу мечей, знаете, где-то любитель собирать сплетни, даже распространять их. Характер такой гадости какие-то может говорить. Потом уж даже сама себя корит. Ну, вряд ли, конечно, но такое, зачем я это сказала. Ну, тут типаж такой, как серый кардинал. Она больше как в тени старается быть. Иногда вот вырываются у нее там какие-то, может быть, словечки, какие-то не очень приятные. Но, честно говоря, она особо не фильтрует этот базар, если можно так сказать. Да, некрасиво сказала. Ну, вот мне что-то так хочется сказать. Она особо за языком не следит, эта женщина. Может боль причинить. Тут и осознанно, может плести какие-то интриги. Ну, в принципе, как характер у нее такой, да, это для нее норма. Так, женщина, которая находится в своей какой-то зоне комфорта, старается в ней находиться, при этом
очень не хватает вот этой вот легкости как-то бытия. По карте одуванчик. Так, зависимость от чего у нее? Сейчас я посмотрю. Зависимости какие-то. Ну, зависимость может от мужчины какого-то. От чего она зависит? От мужчины? Нет. Вот смотрите, я спрашиваю от мужчины. Тут не сколько от мужчины зависимость, хотя карта такая своеобразная тут. Мужчины ей много боли, унижения принесли. Она не хотела бы... Тут женщина даже прорабатывает вот эти свои зависимости. Тут скорее она идет как на опережение. Если кто-то с мужчиной интересен, нравится, она может даже начинать игру какую-то, как вот вести, как этот плетет интриги там и плетет сети, этот паучок. Тут там тоже как будто бы может, если кто-то нравится, она может расставлять эти сети, может быть, тут и сексуальность какую-то свою использовать. Все, что хочешь, вот такое. Потому как в прошлом у нее тут 100% какая-то история, где она была зависима, ну, любовная сфера, вот она была, может, влюблена в какого-то мужчину, и это наложило отпечаток, ей не хотелось бы больше от кого-либо когда-либо зависеть. Я спросила за материалку, да, она больше заинтересована тут в карьерной лестнице, ну, рост по карьерной лестнице, где-то материальное положение, карта мост, это в принципе может статус какой-то, вот это у нее. И тут карта время раз, и второй раз карта время вышла. То есть уже длительное время она для себя выбрала этот, ну, знаете, как вот, приоритет для нее это материалка, я повторюсь еще, положение в обществе, вот такое что-то. Карта звезда, защита. Если мужчина, выбор мужчины, то, скорее всего, она сделает выбор в сторону мужчины, который даст ей защиту, материальную в том числе, ну, и в принципе, да, как будто бы твердая почва под ногами ей нужна. Ей не сколько любовь, там даже страсть, она страсть вполне возможно может где-то на стороне добирать, если это ей нужно. Ну, если нужно, я не буду ничего наговаривать на женщину. А по карте защита ей нужно, был рядом такой мужчина, который, ну, в прямом смысле будет для нее этой каменной стеной, который будет ее ограждать от, может, какого-то негативного воздействия со стороны там социума. Так, уже длительное время, карта письмо, звезды, защита. Ну, может, даже ищет какого-то покровителя, кстати, если там карьеру пытается строить. Если мысли все туда, то как будто бы информация. В идеале ей хотелось бы какого-то такого покровителя, да, знаете, спонсора, может быть, даже найти. Ну, вот как-то так, девочки. Тут, так, звезда, мечта. Человек идет, кстати, за своей мечтой, за своей какой-то... Письмо на письмо. Так, еще. В чем мечта? Мечта о чем? Ну вот, смотрите, карта лестница, вверх по этой лестнице, где-то, я же повторюсь, еще по карьерной лестнице. Тут у нее мечта, если в прошлом там были какие-то, вот тут карта унижения у меня вышла, это может быть в любовной сфере, или ее у нее ограничения были. Тут карта руки связаны как будто бы. Если это материальное, да, положение женщины, там, ну, периоды были у нее, допустим, не очень, там, ну, не буду говорить бедности, ну, непростые времена были в материалке. Или же карта руки связаны, то есть выбор, может быть, партнера был не очень какой-то. Карта зелья, это как суррогат, обман, дурман, любовь не такая какая-то прям неистинная. Тут как будто бы разочарование в любовной сфере, может быть. И для нее карта развилка, она делает где-то выбор. Она для нее в приоритете это... Я же говорю, какие-то более материальные вещи. Вот это вот как будто бы любовь, страсть, это все хорошо, да, это можно, но это, скорее всего, она будет использовать для чего? Для того, чтобы достигать поставленных целей. Цели у нее тут, я же говорю, материалка и вверх по карьерной лестнице. Причем использовать будет тут, может быть, даже не одного мужчину. Вот тут такая женщина у меня вышла. Карта письмо, информацию, как будто бы крест. Она где-то даже, не то что там раскаивается, она принимает как должное то, что, может быть,
не хочет уже даже искать там какую-то любовную сферу, вот искренне сердце открывать для чувств, эмоций. Для нее, скорее, знаете, как любовная сфера, это как какой-то способ, может, в сексуальном плане даже какие-то такие моменты, для достижения вот этих своих там конкретных корыстных целей. Тут вот такая у меня женщина вышла. Вот это ваша главная завистница. Так, давайте я спрошу, собственно, а что вас с ней связывает, да? Потому что хотелось бы узнать, что, собственно, происходит, где вы с ней могли пересечься, что вас конкретно, что вас с ней связывает. Подпишись на канал и поставь лайк. Интересно, это о чем? Ну, мне показывают, как будто я сразу офигела чуть-чуть. Карта морали. Это искренность, чистота намерений. Это как... А дальше у меня карты болезненный опыт, и тут кто-то пострадал. Знаете, вполне возможно, вы просто пересекаетесь. Это не дружеские, вы явно не подруги. Тут, скорее всего, вы как будто бы как два разных мира, да? Люди... Кто она для вас? Она для вас. Кто вы для нее? Вы для нее, кстати, человек, который ей свинью подложил, который неприятности причинил какие-то. Как будто бы она планировала одно, да, а тут вас то ли встретила, или как-то вы перешли ей дорогу, и у нее все пошло вверх тормашками полетело. А она для вас, карта мостик, может быть совместные какие-то проекты, может быть рабочие моменты. Тут что-то такое, ну как будто бы мост, какие-то цели, планы. Ну, вполне возможно, вы где-то там, то ли рабочие, повторюсь вас, то ли обучались чему-то. Может быть... У меня такое ощущение, как будто бы идет какая-то конкуренция. Я не знаю, насколько это с вашей стороны ярко выражено, но тут вот на вас же звезда падала, да? Звезда на вас падала карта, на вас падала карта там ведающая, а тут это мистическая тоже карта, как окно в иной мир. Вообще мне такое, как будто бы, я смотрю, где-то вы могли пересекаться. Она, то есть вы могли попытаться с ней выстроить отношения как-то так, как вы привыкли, да, тут карта мораль, чистые намерения, чистые помыслы, а не получилось. Тут как будто бы человек по-другому как-то так, то ли отреагировал, то ли не оценил даже этого. Тут как будто бы что-то у вас пошло не так. Не буду говорить, кто плохой, хороший, даже не буду этого всего говорить. Но тут есть зависть, да, ну, в принципе, зависть в вашу сторону, потому как человек понимает, что то ли в вашу жизнь как будто бы приходит что-то новое, влетает, то ли вы ожидаете этого, и это неизменно придет в вашу жизнь. При этом видит вас какой-то такой, знаете, как, ну, понятно, человек, который, может, обладает этими знаниями, или мистический какой-то такой какой-то тут подтекст есть. И карта звезда, вот видит вас женщина, которая идет, вот она мечтает там о какой-то карьере, там, я уже не знаю, материалке. А вас видит женщина, у которой вообще какой-то, ну, вот тут видение себя в этом мире, будто бы, вот она говорит, сама себе вполне возможно даже говоришь, а вы добьетесь чего-то, а вы куда-то идете, какая-то у вас цель, ей бы хотелось узнать о вас больше. Ей бы где-то хотелось, вот вас звездой, она видит, и ваша сигнификация тоже по звезде, то есть где-то вы сияете, где-то как будто бы конкуренция есть, но она почему-то, она даже сама себе говорит, я не дотягиваю, вот почему-то вот не хватает ей. Вот знаете, человеку ей не хватает какой-то значимости, а вам она эту значимость, я не буду говорить приписывает, ну потому что, ну, на самом деле вы какая-то очень значимая, потому что потом карта звезда уже сама по себе об этом говорит. Ну, сразу скажу, вы не близкие подруги, может быть, говорю, какие-то товарищеские, даже нет такого, тут как будто бы вот где-то вас могли свести общие какие-то
общие цели, общий бизнес, может, какой-то, работа. Вот тут что-то такое. Так, чему она завидует? Угу. Так. Ну, тут у нее идет постоянно сравнивание себя с вами. Ну, она у вас зациклена даже. Постоянно подглядывает где-то. Так, при этом это у нее вызывает такие какие-то... Тут зависть, тут желание где-то самоутвердиться, по дьяволу доказать что-то. Тут такое, как будто бы... Она сама себя, вот, знаете, нет, чтобы спокойно жить, да, и выстраивать свои какие-то там цели, конкретные какие-то, а тут все равно есть привязка к вам какая-то, вот это сравнивание идет. Ладно, чему завидует? Вполне возможно, у кого-то тут король пентаклей, вы замужем, и муж, ей кажется, что муж там может вас обеспечивать, давать вам материальный какой-то такой уровень. Опять-таки, завидует тому, что вы где-то она видит женщину, которая не то, что там плывет по течению, а по иерофанту постоянно какое-то развитие, рост. Где-то обучаетесь чему-то новому, вплоть до того, что там одна сфера деятельности, потом она на время потеряла вас, допустим, из виду, а тут узнает, что у вас там новый какой-то, то ли бизнес, то ли хобби какое-то новое, ну, новое увлечение, как будто бы женщина чем-то горит, потому что тут королева жезлов, это женщина очень наполненная, яркая и внешне привлекательная, сексуальная, харизматичная. Ну, горите. И горите тут, я не буду все прям сексуальности сводить. Тут, в принципе, женщина, которая, я же говорю, она тут, кстати, по Жезлова, это же ведьмочки, да, ведающие, обладающие тайными знаниями. Но тут больше женщина, которая спокойно не сидится. Как будто бы вот постоянно вот какое-то общение, движение, может новые знакомства, может новое вот знакомство даже вы будете как-то в нормальном понятии использовать для того, чтобы приблизиться к своей какой-то там цели, мечте. Вот тут как будто бы у вас в руках все горит, и вы за собой можете вести людей, увлекать. Тут вот этому она завидует, где-то даже вашей жизненной энергии, да, даже если все мы периодически там можем болеть, у нас какие-то бывают такие этапы в жизни, когда хочется руки опустить, а вас она видит такой, что там вроде бы, да, там могли вы там в печальке день-два там провести, зато потом вы смотрит, боже мой, настолько дел у нее все в руках, все как будто бы горит. Вот тут что-то такое, вот, как будто бы вот, за то взялись, то получается, и туда направились, и то у вас все у вас как будто бы получается. При этом она зависть, карта сердца идет, идеал и принятие. Где-то как будто бы вы женщина, которая вот у нее там карта по поводу сердечной какой-то чувственно-эмоциональной сферы. Она сама как будто бы это не то, что там отрицает, но она может это все использовать для того, чтобы получить желаемое. Там высокие материальные там, положения в обществе, вот такое что-то там, статус. А тут по этим картам мне идет, что как будто бы у нее зависть от того, что вы можете любить, карта сердца, ваше сердечко открыто. Какой бы у вас там ни был опыт печальный, но вы не захлопываете это сердце. Вы довольно-таки искренняя. Может быть, люди вас любят благодаря тому, что сердечко свое не закрываете. Но где-то даже идет идеализация вас. Вот этому завидуют. Может быть, смотрит там или общается с какими-то людьми, а люди о вас классно отзываются, понимаете? Тут карта идеал сердца. То есть о вас отзываются как о каком-то добром, чистом, честном человеке каком-то, который всегда там, допустим, придет на помощь, там,
по карте сердца, ну, поможет как минимум каким-то добрым словом. Вот как-то так. Так, чему еще завидует принятие? Ну, у вас какой-то, может быть, философский взгляд на мир. Может быть, вы даете какие-то реакции такие, да, не совсем стандартные. Не то, что она там, допустим, ожидает. Или она даже не может особо просчитать, да, как в шахматах, ваши там следующие ходы, или ваши те же самые увлечения, или, ну, говорю, реакции, ваши поступки. Вот она не может совсем, не совсем это все может просчитать, принятие, работа. Опять-таки, вот какая-то по этой карте принятие. Это женщина, которая, я вижу, она завидует, потому что где-то вы мудрая, где-то вы сможете также, вот знаете, взять себя в руки, разложить все по полочкам, сделать какие-то, ну, в общепринятом смысле, какие-то довольно-таки правильные выводы. И это для вас в первую очередь как-то, ну, это для вас несет позитив, да, то есть человек, когда вот находится в этом принятии, это значит о том, что человек уже прошел эти уроки, сделал выводы, и в принципе находится в какой-то гармонии с самой собой. Вот тут вот такое вот. У нее этого нет, у нее там, она как-то мечется, может быть, пытается даже за счет других людей где-то самоутвердиться, где-то ей нужно что-то кому-то доказать. Она видит вас довольно-таки, может быть, даже на расслабоне. При этом карта работа, воск, тут ребенок, тут такие карты, говорящие о том, что вы не лежите там где-то, не возлегаете, как это, на лаврах, да, не спочиваете. Тут как будто бы женщина занята работой. При этом карта воск, я буду это так считывать, можете как будто бы лепить из себя. Вот вы там хотели бы стать лучшей версией самой себя, и вы прикладываете к этому усилия, работаете над собой. Вот тут что-то такое. Но при этом идет самосовершенствование. Тут Иерофант об этом говорит, да, повышение планочки во всех смыслах. И карта ребенок. Знаете еще о чем? О том, что там, ну, реально вы там ставите цели, достигаете. Тут понятно, что обучение. Женщина очень не глупая. Но есть вот это вот ребенок, внутренний ребенок. Где-то вы умеете радоваться жизни, умеете увидеть что-то прекрасное, да, в каждой секундочке, в каждом моменте. Вот это тоже, это очень важно. Это немногие люди так могут. Карта ребенок тут мне об этом говорит, об умении воспринимать этот мир каким-то красочным, ярким. И карта сердца тоже мне говорит о том, что вы не закрываете свое сердце там, даже от чего-то нового, прекрасного. Так, чему еще завидует? Ну, вот если сочетание вот этого всего, то где-то карта тут, этот овен, баран, да, мне говорит о том, что завидуют тому, что где-то у вас хватает силы, терпения, тут даже упрямства, не прогибаться. Знаете, не стоит прогибаться под изменчивый мир, однажды он прогнется под нас, вот тут что-то такое. Не прогибаться, может быть, под чьи-то какие-то там установочки, правила игры. Может быть, отчасти даже ее это выбешивает, потому что она под правила социума, да, под какие-то вот негласные правила, она подстраивается. Другое дело, она там как-то это хитро обставляет, она использует людей для того, чтобы быстрее достичь желаемых каких-то моментов для нее. А вас она видит, вот женщина, которая упрямо где-то свои правила придерживается и вот как-то привносит, может быть, в мир. Как будто бы вы даже стараетесь, может, свой какой-то как мир создать. Вот если там пытаются люди вам что-то навязать, то вы, скорее всего, где-то будете отстраняться. Где-то как будто бы вы не будете терпеть там со стороны людей какого-то там пренебрежения там, или обесценивания. Вот это ее тоже выбешивает, но она этому и завидует. Вот какой-то, ну, это у вас оно заложено, как будто бы это даже не приобретенное, это то, что у вас есть. Это. Вот так вот, как-то так. Вот такая завистница мне сегодня пришла. Кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.